Привет, это «Испытание правдой». Здесь я отвечаю на ваши вопросы, испытывая вас на прочность. Если градус правды повысится, у меня всегда есть стоп-слово. Ради бога, Флюгегехаймен. Уверены? Да, прошу вас. Ваше право. Внести Флюгегехаймен! Итак, поехали. Что для тебя служение? Какое философское высказывание. Ну, если не брать в расчет команду для песика, то служение – это что-то, что пока не подвластно моему сознанию. Я пока все-таки живу про себя, как бы это ни прискорбно звучало. Может, когда-то что-то изменится. Ну, вот этот вот подтекст «служить», он вот раздражает меня, прямо скажем. В чем прелесть Таиланда? Прелесть Таиланда в его прелестях. Это страна, в которую я с удовольствием возвращался ежегодно. Мне там очень хорошо. Море, солнце, какая-то атмосфера. Она, с одной стороны, такая очень подвижная, а с другой стороны, в ней легко затеряться одному. Для путешественника, который любит это делать в одиночестве, а это я, Таиланд в списке рекомендованных. Если еще не бывали, обязательно попробуйте. Как ты борешься со стрессом? Я борюсь со стрессом избеганием. Лучший способ чистоты – это не мусорить, а лучший способ борьбы со стрессом – это его избегать. Понятное дело, что это не всегда возможно, но если выбрать стратегию накапливать стресс и потом что-то там для себя искать, то мне это нравится значительно меньше, чем просто не делать вещей, которые приносят стресс. Это возможно, но очень сложно. Ты умеешь готовить? Давайте так, я готовлю для себя, пока еще жив, значит умею. Кстати, в приготовлении еды для меня некоторого рода способ борьбы со стрессом. Мне нравится сам процесс приготовления, если только он не очень долгий. Так что я в этом себя нахожу. Мне прям нравится. То есть ты берешь что-то не готовое, колдуешь там над всем этим и получаешь что-то вкусненькое. Но я не готовлю по рецептам. Мне это очень сложно. Я по ощущениям. То есть никогда ни одно блюдо не повторяется дважды. Когда закончится кризис? Можно попробовать детский способ. Не думать о нем, и он сразу закончится. Это же только искаженное восприятие наше, в голове все. Так-то все хорошо. Не верите, да? И я не верю. Да нет, понятное дело, что достигая определенного уровня, очень не хочется оттуда потом слезать. И наступает кризис для каждого из нас. Но хочется верить, что кризис – это время возможностей. Давайте искать вместе. Рекомендации принимаются в комментариях. Ты бывал в Лондоне? В своих детских снах очень часто. Наверное, это связано с тем, что в детстве я любил произведения Thames Television, британский юмор, там, шоу Бенни Хилла, Мистер Бин. И мне прям Лондон таким казался картинным. Однажды я был в Лондоне, у нас самолет задержался, прямо скажем, и мы остались на сутки в Лондоне. Не на целые сутки, но, короче,
авиакомпания позвонила в погранслужбу Великобритании, и те дали нам визы однодневные в ожидании самолета. Мы не упустили этот шанс и побегали по Лондону. Прекрасная летняя ночь. Хотелось побольше. Но не задержку в самолетах, а побывать еще в Лондоне. Хочу пригласить тебя к нам на биржу. Надеюсь, это биржа труда. Признаюсь, частенько меня приглашают на разного рода биржи. Может быть, они обо мне какого-то не того мнения? Потому что чаще всего на эти биржи я бы не ходил. Ну, какими-то они мне подозрительными кажутся. Вам так не кажется? Высокая банковская ставка – это хорошо? Если посмотреть на это под тем углом, что бизнес лишается определенного рода допинга и не растет как на дрожжах. Ну, а вы знаете, да, дрожжи же можно не только в хлеб, а еще и в соседский деревенский туалет. То есть, как бы дрожжи в хлебе, они хорошо, а вот соседу не очень это нравится. Бизнес будет жить на свои. Ну, либо договариваться с кем-то и привлекать совладельцев в свой бизнес. Эти деньги дороже, чем банковская ставка. Но почему бы нет? В конечном счете банки, они же не своими деньгами распоряжаются, а деньгами вкладчиков. Осознают те или не осознают это. А тут прямое участие. Мне кажется, высокая банковская ставка – это хорошо. Нет? Звонок или сообщение? Знаете, судя по тому, что один фильм ужасов называется «Звонок», а вовсе не сообщение, это такая подсказочка вам. Ну, конечно, я люблю сообщения. Я не люблю звонки. Для меня это какое-то вторжение в личное пространство. Как если бы кто-то неожиданно нагрянул к вам в туалете. И ему, в общем, не очень приятно. Да и вам. В непотребном виде представать перед людьми не хотелось бы. Ну, я так думаю. Поэтому, конечно же, сообщение. Я же не прошу вас звонить, я прошу писать мне сообщения. Почему меня окружают одни придурки? Ну, что вам хочется сказать? По крайней мере, эти придурки не одиноки, они взбиваются в стайки, чтобы окружать вас. Как выйти из окружения? Я думаю, по этому поводу написан не один учебник. Менять окружение, мне кажется, это вообще целый тренд в последнее время. Потому что, как это ни прискорбно, эта история про огурец свежий, помещенный среди соленых огурцов, тоже станет соленым. Меняйте окружение, избавляйтесь от придурков. Понял, нет? На этом сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и звоните в колокольчик.